Общественный транспорт Берлина идеалом назвать нельзя. Как минимум досаждает уж слишком непредсказуемая работа городской электрички S-Bahn с частыми перебоями и ремонтами. Однако, если говорить про доступность информации о том же общественном транспорте для обычных горожан, то здесь все не так уж плохо. К примеру, у транспортного оператора Берлина есть отдельная страница с планами по развитию трамвая. Это сайт Meine Tram, дословно «Мой трамвай». Здесь вы найдете множество любопытной информации. Можно сразу перейти к обзору проектов, которые уже были недавно реализованы или будут реализованы в ближайшее время. На страницах проектов, как правило, присутствует статус строительства, краткое описание линии, некоторые документы и ссылка на более подробную документацию, о которой мы чуть позже поговорим. Еще есть страница с дальними перспективами. Это, как правило, проекты, ввод в эксплуатацию которых намечен на конец нынешнего десятилетия. На сайте Meine Tram также есть ответы на частые вопросы. К примеру, зачем нужно развивать трамваи в Берлине, сколько занимает полный цикл проектирования и строительства линии, а также где и когда можно принять участие в публичных обсуждениях проектов. Так вот, о проектах. Подробные проекты размещены на официальном сайте Берлина в разделе «Мобильность». Возьмем проект трамвайной линии, который запланировано реализовать к 2028 году. Здесь есть все предлагаемые версии трассы, помимо утвержденной, а также рендеры и карты, в том числе и планы конкретных участков данного маршрута с расположением станций и прочей информацией. В конце идет массивный список файлов, опять же с информацией. К примеру, о некоторых фактах про линию, про планируемый разрез улиц с добавлением трамвайного полотна. Это далеко не местная инициатива. Например, карта строящихся или реконструируемых объектов есть на сайте железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, и там показаны все объекты Германии. Так что для страны это в целом популярная фишка, хоть и не всегда все идет по плану из-за бюрократии, да и цифровизация в Германии иногда подтормаживает. В России, к сожалению, открытые данные не особо приветствуются. Это не раз отмечали многие издания. Государство часто является монополистом в сфере важных для населения данных, и, к примеру, информацию о каких-то новых трамвайных линиях в Москве наблюдать в основном можно в СМИ. И эти слова не всегда означают дело. Вот комментарии стройкомплекса Москвы про новую трамвайную линию, которую в срок не реализовали, да и вообще про нее уже забыли. Документацию по проектам, которые все же реализуются, можно взять с сайта госзакупок, но он не совсем удобен для рядовых граждан. Но есть и положительные примеры, правда с некоторыми условиями. Для начала примеры. Департамент транспорта Москвы выложил расписание нового уникального метропоезда, чтобы его смогли посмотреть все желающие. Про модернизацию трамвая в Таганроге есть отличный сайт, где содержится много полезного. Итак, перейдем к условности. В первом случае это информация, которая никак не связана с важными городскими данными, которые помогут при исследовании того или иного аспекта городской жизни, ну или же понадобится для исследования эффективности городской мэрии. А сайт Таганрогского трамвая принадлежит не государству, а частной компании, которая занимается модернизацией трамвая в городе. Если и раньше СМИ замечали, что объективных открытых важных данных для анализа крайне мало, то после 24 февраля ситуация еще больше усугубилась, в том числе и для упомянутого выше сайта госзакупок. В ближайшее время вряд ли произойдет что-то положительное, что приведет к улучшению доступа горожан к тем же городским данным в городах России.